Так, все достопримечательности Куала-Лумпура смотреть онлайн без регистрации. Вот это я понимаю, нейросети дошли. Доброе утро, дорогие друзья! Вас приветствует ваш бортпроводник Игорь Дует. Температура за бортом минус 55 градусов Цельсия. Просьба открыть шторки иллюминатора, нажать кнопку подписки на канал, а также поставить лайк авансом для нашей авиакомпании. Спасибо, что выбираете нас. Добро пожаловать в Куала-Лумпур. Сразу как женщина. Просто не могу на них насмотреться. Ой, ладно! Это что, Таймс-сквер? За Нарнию! Ногти могут быть желтыми. Слушай, это так вина хочется вообще попить. Так в этом лаунже вино платное. А ты какое вино с утра едешь? С Малайзии действует безвизовый режим со 165 странами мира. Вам ставят штамп по прилету на 30 дней. Но За 3 дня по приезду в Малайзию нужно не забыть сделать регистрацию онлайн, чтобы не делать это в аэропорту и быстро сразу пойти на паспортный контроль. Рекомендую онлайн податься по этой ссылке на онлайн-форму. А для посадки на рейс они просят обратный билет, поэтому я рекомендую сделать бронь. Лумпур, конечно, классный транспортный хаб, но его проблема в том, что он находится 60. километров от города. На скоростном поезде дорога в город занимает 40 минут. Есть несколько опций, как добраться до центра города. Первое – это на такси, стоит около 200 рингит. Вторая – можно заказать Grab. Это отдельная, можно сказать, опция, стоит около 80 рингит. Также есть возможность добраться на метро, 55 рингит, это очень дорого. За одного пассажира, если вас двое, это уже получается невыгодно. И самая выгодная опция – это на автобусе за 15 рингит до центральной автостанции. Сейчас именно это и протестирую. Здесь такая полноценная автобусная станция. Получается, 15 тысяч стоит билет на автобусе. И так смешно мое имя еще никогда не писали. Загружаемся вот в такой вот немного потрепанный, но чистый и комфортный автобус. За час 30 автобус приехал на главную автобусную станцию, и в принципе такой вид транспорта имеет место быть, и здесь есть возможность пересесть на другие автобусы, которые развезут вас по всей Малайзии. И еще мы чуть-чуть воспользовались такси за 10 рингит. И вот заселяемся в нашу квартиру, которую я снял на Airbnb вот с таким вот видом на башне. Про нашу квартиру я вам расскажу немного позже, а сейчас отдыхаем и отправляемся в поисках завтрака. 31 августа – День независимости Малайзии, но сейчас уже 11 августа, уже полностью весь город во флагах, вот такое сумасшедшее количество. Малайзия раньше была британской колонией и в 1957 году получила свою независимость. Именно этот праздник они отмечают сейчас с таким вдохновением. Везде можно встретить флаги Малайзии. Просто количество флагов, как будто День независимости США. Напишите в комментариях, кто знает, почему малайзийский флаг так похож на флаг США. Хотя Малайзия же была колонией Великобритании, они похожи на американских этих фанатиков, которые очень любят свой Independence Day. Добро пожаловать в Куала-Лумпур! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Еще год назад я даже не мог поверить, что мои переписки на почте будут выглядеть вот так. Совсем неожиданно для себя я стал основателем стартапа и выпустил свое приложение в App Store и Play Market. И сейчас я готов поделиться с вами тем, что так долго держал в тайне. Я с партнерами создал приложение, которое вырабатывает полезные привычки у детей за счет встроенной системы мотивации. Ребенок получает ежедневный список заданий от родителей, например, почистить зубы, заправить постель, вынести мусор, выполняет задания и отправляет фото подтверждения. После проверки правильности выполнения приложение насчитывает монеты, которые можно тратить на заранее установленные родителям подарки, поход в кино или час экранного времени. Таким образом у ребенка вырабатывается дисциплина, финансовая грамотность, ребенок сам зарабатывает свои монеты, распоряжается ими, и у него есть возможность сделать полезный вклад в развитие семьи. Мы протестировали приложение уже более чем на 100 семьях, и это реально работает. Если у вас есть дети в семье, то вы можете скачать приложение по ссылке внизу и использовать его бесплатно. А если вам потребуются премиум функции, по этой же ссылке неделя приложения будет в подарок. Доступно как на iOS, так и на Android. А еще буду благодарен за оценку 5 звезд и ваши комментарии в маркетах. Это будет лучшая поддержка меня как создателя и поможет приложению подняться вверх. Ссылка в описании. А еще, оказывается, в Куала-Лумпуре каждое воскресенье с 7 до 9 утра перекрывают центр города, и любой желающий может присоединиться. Этот марафон не соревновательный, на нем можно идти, бежать, кататься на роликах, на велосипедах, даже на электросамокатах. Воскресный марафон это, конечно, хорошо, но пора бы уже и позавтракать. Малайзийское кафе. Что за еда? С утра вот такой кляр. Рыба такая симпатичная, человек
такого спортивного склада ума. Рыба такая симпатичная. Никогда во мне в голову не пришло, что за завтраком можно есть вообще такую острую пищу. Вот такая штучка похожа на паттай немножечко, но другого плана лапша, похожа скорее больше на спагетти. Вот, без мяса, без ничего, такая просто чисто веганская. Вот на завтрак всегда как-то хочется чего-нибудь такого сладенького, нежненького, приятненького. Ирина, презентуйте, что это? Ну, Ой, это такой милый такой блинчик, похожий на роти. Да, наверное, роти, но только без ничего. а что за соус? Соус не знаю, сейчас попробую соус. Так, пьем такой вот малайский тайти with milk. Сладкий чай такой. Такие вот роти, просто чистый такой блинчик. Вот с таким карри соусом. Какой-то на малайский стиль. Отличается от индийского, отличается от тайского. Очень интересно. Я не люблю сравнивать страны, но вот если немножечко провести параллель, вот похоже немножко на ланкийскую кухню, как на Шри-Ланке. У них там есть несколько таких блюд, вот их там буквально до 5 основных. Вот, и очень похоже по вкусу вот на ланкийскую. А ланкийская еда это похоже на индийскую, такие как бы индийские мотивы. Вот такая вот трапеза из вот этой лапшички мегури, 2 роти с таким вот соусом и 2 чаечков обошлась. Вот нам пришли вот такой чек 15 рингит. Вот. Кстати, как идея, вот такая вот противоугонная система великов. Если нету замков, вверх ногами так ставишь, я думаю, злодей застесняется и заниматься этой всей. А потом мы отправились гулять по городу. Это площадь Мердека. Именно здесь была провозглашена независимость Малайзии. Сейчас 9:30 и на удивление совершенно не жарко. Потому что во Вьетнаме, начиная с 8 часов утра, летом просто пекло. Сейчас 9:30, еще реально как бы гулять. Продолжаем исследовать Малайзию. Вот хотел сказать, что просто обалденные пешие здесь зоны. По отношению с Вьетнамом просто вообще небо и земля. Тротуары свободные, нет какого-то безумного количества напаркованных байков. Гулять по городу реально приятно. Да и сам город очень красивый и утопает в зелени. Благодаря расположению в тропическом поясе и влажному климату тут очень много растительности, и она очень красиво интегрирована в город. В Куала-Лумпуре есть несколько популярных смотровых площадок, и все туда ломятся, потому что, по сути, не знают, чем тут еще можно заняться. А на самом деле, это удовольствие стоит в среднем 30 рингит и ничего из себя не представляет, потому что ровно такой же вид открывается с любого соседнего небоскреба, который можно арендовать с квартирой и наслаждаться этим видом каждый день. Собственно, как сделал я. Показываю. Вот наш дом в Куала-Лумпуре. Вот наши друзей. Где-то там башни Экспекто Патронус. Обычно здесь очень высокие здания, более 40 этажей. И, естественно, с их окон открываются живописные виды на город. Вот такую вот приятную квартиру можно арендовать за $30 в сутки. Очень часто они идут с кухней и со всем необходимым. А еще берите купальники. Тут везде есть руфтоп-бассейны. Но вот купаться с таким видом много прикольнее, чем без. Поэтому, когда уже привыкаешь к таким бассейнам, которые внизу уже сильно скучно. А еще здесь все бассейны так под навесом, поэтому не супер сильно прогреваются. Они такие немножечко освежающие. Очень часто в комплексах есть хорошие тренажерные залы, и можно тренироваться вот с таким вот прекрасным видом. А сейчас просто предлагаю вместе со мной насладиться этой красотой. И я думаю, вы уже успели заметить одну из главных фишек этого города – Мердека 118. И 118 – это количество этажей. Мне почему-то так нравится это здание, а Арина говорит, что это какая-то корпорация зла выглядит. А еще Мердека 118 – это второе здание в мире по высоте после Бурдж-Халифа. Я думаю, это видно невооруженным взглядом. Оно реально огромное. Китайский квартал находится прямо возле Мердека 118. И можно в сторону ее и прогуляться. Но честно вам скажу, я не знаю, что там делать. Я вообще слышал информацию по поводу этого здания, кроме как того, что можно арендовать офис для своей компании. Напишите в комментариях, что в этой Мердеке можно сделать, чем позаниматься. Китайский квартал. Вас встречают и индусы, арабы. Где-то, наверное, запрятался китаец. Наушники здесь, Apple Store получается.
китайском квартале хочется перейти на китайский. А сейчас я вам покажу самое фотогеничное место на фоне Мердека 118. Ирина, а обедать мы будем на шведском столе. Налетай. Тарелка там в самом начале, Ир, бери. Что ты хочешь? Все, что хочешь, бери. Что случилось? Гусеница какая-то прицепилась или сбила. Нормально себе гуляем, ну. В обычной себе прогулка. Не кайфую, понимаешь, я от прогулки обычно кайфую. А тебе надо гулять, что ты кайфовал. В парке. Час. Это вот путная, красная, это самое венское. Ирина, ну как вам храм? Не нравится мне. Ира, ну не валяй дурака. Игорюш, ну не валяй дурака, очень красивый храм. Но у меня уже эмоция не та по поводу храма, понимаешь? Ты сама говорила, что типа много ступенек делают в храмах, чтобы вот, типа, просветлиться, подумать пока. Хорошо. О чем ты думаешь? Я сейчас кончу. От красоты? Ну это линия красота. Погнали скорее. Вашему вниманию храм Тяньхоу. Очень атмосферный, в таком вот настоящем трушном китайском стиле. Вот эти все фонарики ночью еще светятся. Вот так. Сам храм находится на холме, открывается очень красивый вид на город. И вот эти палочки уносят ваши молитвы в небо. Храм Тяньхоу очень популярен среди китайцев для регистрации браков. Слева и справа стоят столы именно для этого. Расписаться в одном из самых живописных храмов Малайзии – отличная идея. Что за ритуал? Сейчас я вам расскажу про такое вот предсказание, которое тут есть. Берете все палочки, девчонки, конечно, проходите, поднимаете их все вместе и роняете. Должна одна какая-то вылететь, у меня не вылетает. Есть, очевидно, вот это самое высокое. Смотрим номер 21, крутим, вертим и находим свой номер 21. Открываем, чик, берем бумажечку и здесь написано какое-то предсказание. Ирина любит все эти колдовства, все эти предсказания, гадания на кофейной гуще. Ну, очевидно, какая-то вылетает, да, реально. 22. Крутится оно, не? Крутится, да. Ого! Так, ну ближе к обеду уже люди подтягиваются. Конечно, сложнее делать фотографии. А еще в Малайзии очень много индусов. Если вы за ними сильно скучаете, я рекомендую посетить пещеры Бату. Это их культовое место, там их очень много. Место симпатичное, но немного грязноватое. И агрессивные обезьяны там. И такие вот пещеры, такой храм, и тут кого-то что-то принесли. Что-то принесли в этом мешке на палке, а там ребенок. Ребенок, Ирина угадала, там ребенок. Вот так вот на палке принесли ребенка туда вот достали. Там может он даже не один. Такое место. А еще тут есть целый индийский район – Little India. Мы приехали в Little Индию. В Сингапуре есть точно такая же. Вот, и здесь. Вот только ступаешь на индийскую улицу и сразу их фирменный запах. Вот просто только ступил. Ну и, конечно же, вся эта вот индийская атмосфера. Кам? Он нас пригласили прямо на кухню зайти. Ирина не первый раз любит заходить на кухню. И можно выбрать, что ты хочешь поесть. Нам с мамой нравится индийская кухня, поэтому на обед мы отправились именно туда. Sugar and the milk tea. Масала ти or just black tea? Black tea. Такой идет черный сахарный сироп, потом молочко и потом такой очень крепкий черный чай. И у нас сейчас все будет перемешать. Называется трехуровневый индийский чай. На самом деле мы типа смеемся с этих всей как бы индийской культуры, да, там с китайцев, блин, то что они такие как бы немножко все странные. А просто вот какая нация в мире вот имеет свои просто районы, кварталы в городах, где вот реально просто какие-то, может быть, жалкая там уличка, какой-то жалкий ресторанчик, да, как бы это само может быть там украинский там.
Но, блин, ну, а представляете, какая за этим всем стоит какая диаспора, какая поддержка, блин. Ты в любую страну приезжаешь, у тебя просто ты везде как дома. И это, блин, реально настолько круто, что я же расстраиваюсь, что у нас такого нет. Малайзия очень похожа на Сингапур, вот реально. Просто вот чем отличается, то что вот есть вот такие вшатанные моменты. Еще это мусульманская страна, и поэтому здесь вот этим утром, там, днем, вечером вот эти молитвы звучат, много людей в хиджабах, намного больше, чем в Сингапуре. 62% мусульмане, и это чувствуется, и это слышно, и очень много мечетей разных красивых, и они везде. И вот сейчас мы направляемся в одну из них. Добро пожаловать в Валаят Персикотуан. Мы уже идем с этими детишками на службу. 5:30 у нас была служба, и сейчас скоро будет следующая. Идем на уроки культурного духовного воспитания. Йо-йо. Йо-йо, чоу-йо, камафека, пейш, лел, пел. Мальчики, вот. Девочки такие в шляпочках, вот. Их палочкой так подгоняют, подбивают. Это настоящая действующая мечеть, но немножко с туристическим подтекстом. Почему? Потому что здесь выдают всем, кто неправильно одет, одежду, в которую можно укутаться. И эта мечеть открывается в 10:00, 10 утра. Хотя их первая молитва происходит в 5:30. Сама мечеть открывается в 10 часов для туристов, а все молитвы по расписанию мечеть открыта всегда. Минареты настолько огромные и высокие, что приходится аж снимать на 0,5, чтобы попадало оно. Всех туристов направляют на вход в Б. Сейчас мы Ирину будем преображать. Ну что я говорил ей, этот разврат свой убери. Прекрати этот разврат. Развратные девчонки не хотят одеваться. Но ничего, мы на них наденем праву. С таким нельзя. Оденься нормально, пожалуйста. Вот. На голову есть у нее повязка? Да выйдите еще на голову что-нибудь, пожалуйста. Намотайте ей нормально. В смысле жарко? Я не хочу возвращаться и смотреть на вас. Ты запоминай, Ира. Я хочу, чтобы ты так носила здесь. Я весь процесс на видео снимаю, чтобы ты могла потом повторять. Вот сразу как женственно, как грациозно, как нежно, как утонченно. И домой тебя отвезти, и дома чтобы сидела. А вот как выглядит мусульманин. Мужчина и женщина. Лицо бы я еще забрала, конечно. Запрячь как-то лицо, Ира. Ну, глаза оставь. Смотрите, какая у нас приятная компания. Какие женщины. Как приятно на них глянуть. Ну это же просто. Посмотрите, ну просто. Хоть не стыдно с такими женщинами рядом стоять. Это срамота уже просто в горле. Так надо. Обязательно перед намазом нужно сделать вуду. Омовение совершается перед молитвой и делается именно так. Нужно помыть руки. Обязательно помыть лицо 3 раза. 3 раза обязательно помыть рот. Помыть уши. Обязательно. Помыть руки выше локтя. Помыть голову. Okay, thank you very much. Находимся в главном холле этой мечети. Интересный факт. Все мечети направлены лицом, молящиеся, направлены лицом в сторону Мекки. То есть, где бы ни находилась мечеть в мире, всегда люди будут молиться в сторону Мекки. Вот это главный алтарь, так сказать, где стоит имам, он тоже стоит спиной и читает молитву, и делает этот вот обряд, получается, лицом в стену. Она имеет такую форму, чтобы звук резонировал и отлетал назад, и чтобы люди, которые сзади, это все тоже слышали. В зависимости от времени суток количество повторений молитвы изменяется. Сейчас наш гид показывает, как происходит процесс. Получается, мужчины молятся вот здесь вот, в этой части. Женщины молятся вот там вот, за вентиляторами. Если по пятницам очень много мужчин, то женщины смещаются на 2-й этаж. А я уже не знаю, где помолиться, чтобы вы подписались на мой канал. Честное слово, вчера были в буддийском, китайском храме, сегодня исламская мечеть. 95% зрителей прошлого видео посмотрели видео без подписки. Сделайте просто это уже. Спасибо. Просто понимали крутость этого всего мероприятия. Перед молитвой нужно обязательно помыть полностью все себя. Арабские мужчины и женщины, вообще неважно, не пользуются туалетной бумагой, нужно использовать только воду. Каждый раз, 5 раз в день нужно полностью мыть себе все лицо. Вот. И на выходе после молитвы здесь даже стоят парфюмы.
и ты можешь подухаться ими. Это просто вот общественная норма. Блин, блин. Круто. В данной мечети 2 минарета. Я спросил, почему именно такое количество? Иногда бывает 5, иногда бывает 1, иногда бывает 4, как в Тадж-Махале, если я не ошибаюсь. Но мне ответили, что базово должен быть 1, который зазывают на молитву, и чтобы было видно мечеть из города, она выделялась. А все остальные минареты просто строят, потому что вот позволяет финансовое положение, и чем больше, тем просто вот как бы богаче мечеть. Очень хочу помолиться. Слышу, зовут на молитву. Все, в 13:30 начинается молитва. При создании этой мечети вдохновлялись культовыми мечетями со всего мира и собрали все такие интересные главные фишки в одной. Конкретно вот эти купола голубые были взяты из голубой мечети в Стамбуле, вдохновлялись этим. Вот эти вот арки были взяты из марокканского стиля. Стиль минаретов позаимствован из Египта. Потом в самом центре, как в Тадж-Махале, вот такие вот тоже вот эти входы. Потом вот этот вот дизайн этих цветов, вот этих фресок, как в знаменитой мечети Шейха Зайеда в Абу-Даби. Так что вот такая вот мечеть обязательно к посещению в Куала-Лумпуре. И обязательно с экскурсией, которая приоткроет вам исламский мир. Стоимость этого развлечения абсолютно бесплатна. Боже, вот как я кайфую от Малайзии, что вот тут вот можно вот делать так. А вот просто в Сингапуре какие-то 300 километров от Куала-Лумпура. И такой маневр стоил бы вам уже $2000. А так вы просто вот реально, надо вам перейти, взял и перешел. Просто чудо. Можно вот так вот припарковаться чуть-чуть на газончике. Все нормально. Вы знали, что в некоторых странах Азии кушают руками? И в Малайзии в том числе. Первый раз я это увидел на Шри-Ланке. И мы никогда не стояли в стороне от современных интернет-трендов. Поэтому будем кушать тоже руками, Елена. Заказали лист банановый. Ты пришел в малайзийское кафе в торговом центре. Рис не жалеет, так здорово. Рассказывай, как кушать малайзийскую еду. Берем руку берем. Берем руками. Никто видел, вам не предложит. Малайзию едят руками. Ага, сам соус. Dal. Да. You Dal, want mix dal, up dal, chicken? always dal also. This one chicken. Chicken. This I adding little bit chicken. Eat by hand, yes, right? No, no, I give you spoon. А, You can also Что по итогу мы имеем? Вот такие, когда спросил, что это, они сказали, это овощи, там разберемся. Такой черный страшный перчик. он острый, Габриэль, да. Удивительно. Вот, и такой Я рис думаю, политый чем-то. Два мира встретились. Ложки и ручки. Капитан сказал, что руками есть вкуснее, даже, чем просто так. Я даже 2 раза пробовал вилкой, не вкусно. А еще нам такой аппетит Devil Chicken. Вот такая курочка в таком вот соусе, горячая, поэтому пока еще не пробую. В еде руками заметил 2 минуса. Все остальное плюсы. Но первое, что трогаешь, когда что-то новое, горячее может быть. А второе, что вот, ногти могут быть желтыми. От той руки, которую кушал. Честно скажу, вкусно. Вкусно. Пальчики оближешь. Ну, немножко накладывает малайская еда след на руки, но ничего, зато было вкусно. Взять так прочь, так рука так пахнет, можно даже так этим запахом пополдничать, если надо. Так, сейчас будет немножко не по теме, но мы пришли в криокамеру. Всегда хотел попробовать. А сейчас у нас будет развлечение в стиле Орла и Решки с золотой картой. Сейчас мы потратим $50 за 2 минуты. Рассказываю как. Пойдем. Как сама по себе выглядит комната? Вот такая штука, которая охлаждает температуру внутри до 130 градусов минуса. Кондиционеры, чтобы было здесь прохладно, тут реально уже холодно. Вот такие, я так понимаю, это очистители воздуха и увлажнители параллельно. И вот такой наборчик для переодевания. Так, сначала нужно раздеться, одеваем носки. Штаны еще надо снять. В штанах хотел пойти. Тут в этой комнате уже очень холодно. Я не представляю вообще, как там. Прям так и хочется эти тапочки.
надеть. Надеваем перчаточки. Заходим на 3 минуты, температура минус 130. Так, пока обстановка контролируемая. Ух ты, оно разгоняет как. Очень холодно. Примерно как на крещение. Нужно стараться вытягивать свое дыхание. Такое ощущение, как будто мокрый. Прямо аж в затылок так холодно пошло. Минус 125. Минус 118. Наверное, тело начало давать температуру, поэтому просадка такая пошла по температуре вокруг. Держу кулаки сжатые, потому что хочется как-то концентрировать температуру. Вначале очень жестко, сейчас по чуть-чуть привыкаешь. Да, сейчас уже даже тебе не захочется выходить. Пока хочется выходить. Честно скажу, не хочется отрабатывать все деньги. Сейчас, смотри, 2 минуты 18 секунд. Ощущения первые, все тело как будто как онемевшее. Реально вот просто как реально как заморожит. Вот. Сейчас пошли такие пупырки и красное стало. Вот. Но полностью сухое все. Вот здесь как-то вот так тоже дискомфортное ощущение. Но говорят, что восстанавливаются мышцы очень хорошо после тренировок. Проверим. У меня позавчера была тренировка, и сегодня, и вчера была тренировка. Короче, когда температура кожи достигает 7 градусов, 7 градусов. Она прям реально такая, как замороженная чуть-чуть, кажется. Датчики срабатывают, и нужно, значит, выходить. То есть, но не менее где-то 2 минут. То есть, где-то от 2 до 3 минут ты проводишь при температуре 110-130 градусов. Минус. Ой, холодно. Очень холодно. Тяжело? Ну нормально, но только холодно. Сколько времени прошло? Было минус 138. Сейчас ты зашла, стало 131. То есть ты зашла, теплее стало. Но ты хорошо держишься. И не так страшно, как я думала, очень прикольно. После первой минуты я могла бы там жить. Ощущение после криокамеры такая сонливость началась, так хочется уже как бы немножечко спать. И пить захотелось. Эта процедура сжигает 800 калорий. И самое интересное, что оно не сжигается не в моменте, а даже после того, как процедура закончилась, тело продолжает восстановить эту температуру и таким образом продолжает сжигать лишние калории. А если калории сожжены, значит нужно их пополнить. В таком лавандовом будем поле обедать. Курица терияки и такой лосось в тыквенной каше. Да. В конце тут приносят вот чашечку такого вот эспрессо. Когда пьешь эспрессо, надо мизинец держать и так. Какие зерна, какие зерна. Сейчас покажу, как купить билеты на этот монорельс. Вначале нужно на Google Maps выбрать станцию, на которую вы едете. В моем случае это зеленая ветка. Их тут у них 6 веток. Выбираем ветку в первую очередь, а потом выбираем станцию Медан-Туанку. Выбрали. И теперь нам нужно 2 билета. Цена 4,60. Тунай — это значит наличка. Принимает единички, пятерки и мелочь. Нам нужно 4,60. Вставляем пятерку. Забрала. И сейчас отсюда выпадет жетончика 2 и мелочь, сдача. Если Бог даст. Пока дал. О, все, работает. И главное, что нужно помнить, не выбрасывать эти жетончики и не терять, потому что на выходе нужно будет их сдать. Чик. И кладем в карманчик, не выбрасываем. Двери есть, но они не закрываются. Задумка хорошая, но не реализована. И на выходе жетончик, как в Бангкоке. Есть, слава богу. Так всегда страшно за кое-что. Урбанисты, обратите внимание, какой прикольный пешеходный перекресток. Такой накрест, одновременно весь поток останавливается, и только пешеходы могут идти. И ты можешь идти, куда тебе абсолютно нужно во все направления. Видите, абсолютно весь перекресток стоит. Но это перекресток, как в Японии, когда одновременно везде загорается зеленый свет, когда говорят, иди на все 4 стороны. Это именно это место имеется в виду.
Малайские номера делаются просто на черном фоне. И вместо этой плашки они ставят такой целый плашку большую на этот проем и просто крепят цифры. Очень круто выглядит. Куала-Лумпур, он очень похож на Сингапур. 300 километров всего лишь там расстояние. И поэтому вот такие вот дома, которым вот такая вот под ним идет галерея, защита от дождя и солнца, можно здесь гулять. Ну и здесь идет дорога. Конечно, и днем, и вечером, и ночью, и утром, и после полдника даже башня Петровнас выглядит обалденно. Каждый раз, когда я их вижу, просто открывается рот, заколдуешься, не хочешь уходить никуда. Я вам рекомендую делать фотографии на 0,5, потому что только так они влазят. Маленькая просто рекомендация, сбоку от них, вот тут вот справа, есть такая кафешка. Она супер дешевая, супер малазийская, можно реально нырнуть в колорит. Я перфекционист, и в Марине Бэй мне не нравится, что она не симметричная. А эти башни, они просто идеальные. Если вы не умеете делать фотки, то вот такие вот профессионалы здесь будут вечером на каждом углу. Не такие навороченные, со вспышками, телефоны, со штативами. How much cost? One photo. 10 ringgit. Yes. Okay, thank you. Ну что, мои дорогие урбанисты, хочу провести конкурс, чтобы проверить вашу логику и кругозор. Вот тут вот в Малайзии есть вот такие вот шарики, и не только, да, чтобы туда не заезжали машины и байки. Но для чего сделана вот такой вот формы конструкция? На байке туда можно проехать. Пишите правильный ответ в комментарии и свой ник в Инстаграм, и в следующий раз я в следующем видео отмечу вас на фоне главной достопримечательности. В Малайзии пошел снег, представляете? Под башнями Петронас есть торговый центр, но он не самый крутой. Самый крутой я вам сейчас покажу. Называется Павильон. Здесь очень много разных классных магазинов. И вообще такая совсем другая атмосфера. Сам торговый центр выглядит намного новее, современный. А тут как будто как из 90-х. Он огромный, мне кажется, больше, чем торговый центр Петронас. Слушай, ну есть при Майя Бэй торговый центр в Сингапуре. Ну блин, но он не так прикольно выглядит. И не внутри, и снаружи, ну реально, он проще. А здесь Юниклошка. Тут много люксовых магазинов, много масс-маркета, так что выбор тут точно есть. Если вы женского пола, то часов 5 тут провести можно просто незаметно. Умные магазины пишут свое название и снизу, чтобы было видно. И пишут название сверху. Деньги поменять, Money Exchange. Туда. Да? Да, туда. Я расскажу вам главную фишку, почему здесь так много людей, почему все сюда пришли. В Малайзии нету НДС, поэтому все цены ниже, чем во всей Юго-Восточной Азии. И именно здесь я покупал свой 15-й iPhone в прошлый раз, когда был в Малайзии. Так что все сюда едут за техникой, за всякими разными брендами. И вы можете. Наконец-то у Ирины что-то хорошее в жизни случилось, да? Вот такая вот необычная сумка. Покажи в середине. Чувство по защите детей. Хочу сделать заявление. Меня держат в этом магазине уже очень долго. Если вы видите это видео, пожалуйста, помогите мне. Я нахожусь здесь не по своей воле. Меня удерживают насильно. Женщина, моя мать. А что такое? Мы же приехали сюда визу получать во Вьетнам. И уже у нас закончили все отели, все уже закончилось, уже деньги закончились, уже все. А виза все еще не приходит. И только что буквально, вот у нас завтра отель заканчивается. Пришла виза мне, а Рите не пришла. Я остаюсь? Нет, в Вьетнам туда и туда. Я, в принципе, готов. А, я не знаю, я здесь остаюсь. Смотри, как Неплохо. хорошо. Когда у тебя есть рабочая сторона и нерабочая. Зато в супермаркетах у них просто обалденные ассортименты. Реально просто выбор колоссальный. Не сравнится вообще со Вьетнамом и там с Камбоджей. Вот. Потому что из Австралии везут, из Европы везут, из Китая везут. Со всего мира. Все, что хочешь. Ну, просто ассортимент молока.
ассортимент подсолнечного масла. Все есть. Просто чтобы понимать разброс ассортимента. Вьетнам, Малайзия, Таиланд, Южная Африка, так понимаю, Филиппины, Китай, Индия, Бангладеш. Здесь есть улица вечернего питания, но я вам никогда ее не буду рекомендовать, потому что я ненавижу вот такого плана заведения, вот такие вот, где куча вот этих туристических кафе, этих меню, зазывал до всего, но все частично свежее, частично не свежее. Так что я вам даже не скажу, где эта улица находится. Оно вам не надо, я рекомендую вам только лучшее. Рамбутан, but what is it? Пуласан. По городу везде разбросаны вот такие вот самокаты. Они тогда очень часто разбросаны по-настоящему, как попало. Находим самокат, который хорошо лежит, и в путь. Сейчас будем кататься на самокате. Нужно просто подвязать свою карту, и оно будет автоматически потом в конце поездки списывать. 2,5 рингита стоит разблокировка самоката, и 60 центов стоит. Поехали. Нужно отсканировать QR-код и найти в приложении самокат. Можно ездить как и по дороге, так и по пешеходной зоне, как удобно. Честно вам скажу, по ходу поездки было очень неудобно и опасно записывать видео, поэтому вот вам мой фидбэк после. Что я могу сказать? Объективно, дорожки для самокатов есть. Подъемчики вот эти вот, чтобы с обычной дороги на пешеходную зону подниматься есть. Вот. Но иногда бывают такие ямки, потому что нужно постоянно быть во внимании, смотреть, наблюдать, чтобы как бы с него не слететь. Максимальная скорость 23 км в час. И единственный минус, который я нашел, что я хотел заехать в одно место, вот тут нужно было ехать немножко по автобану. Вот на автобан не пустил, на обычной дороге она пускает, а если заезжаешь немножко на автобан, то оно замедляется и надо немножко его, короче, толкать. Вот. Ну и еще немного неудобно ориентироваться, нужно постоянно остановиться, доставать телефон, смотреть и пятать. Вот. Ну, в принципе, имеет место быть. Прогулка 20 минут стоила 15 рингит. Это получается, конечно, дороже, чем такси, но весело, развлечение такое. Ой, мне тут Игорюшка какой-то сюрпризик принес и спрятался. Ага, ну-ну. А, еще и записывает меня на камеру, вижу телефончик сюда. Сейчас я попозирую, подождите. Ой, а тут еще открываю вторую дверь, еще сюрприз. Принес такой пустоты матери, чтобы она вот это была красивее. Если у вас мало времени, то все достопримечательности можно посмотреть на вот таком вот двухэтажном автобусе. Цена для местных 30 рингит, а для туристов почему-то 60. Это как понимать? Так это реклама у нас этого автобуса, конечно, получается. Но я наоборот его вчера не рекламирую. Я вообще против цен для туристов. Давайте, я зашел на Google Maps и сказал, что давайте еще темнокожим отдельную цену сделаем, правильно? Давай всех разделим. Давайте, если будем видеть такие моменты, где у нас есть цена для туристов и цена для этих, ставить плохую оценку на Google Maps. И у меня, когда свой бизнес был, у нас цена была одна для всех. Ну что, спасибо за просмотр. Надеюсь, я вам упростил поездку в этом чудесном городе Куала-Лумпур, и вы получите от него тоже столько удовольствия, сколько и я. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ведь нас ждет еще очень много путешествий. Сегодня у меня вылет из Куала-Лумпура, а я оставил свои очки в предыдущем ресторане, поэтому у меня сейчас есть квест полупашить другую часть города и найти их. Я притарабанил на то место, где я был вчера, но они открываются в 11:30. Вот, поэтому это плохо. Ну ничего, вернусь сюда еще, наверное. Так, ресторан закрыт, но я не сдался. Вот я решил гулять в парке. Погуляю пока здесь, я так и хотел в этом парке погулять. Так хоть будет цель, что мне тут гулять. Вот, и буду ждать открытия ресторана. Быстро забираю очки, надеюсь, не там. И еду в аэропорт сразу, потому что меня уже пора улетать. Я так долго ждал открытия, уже даже поставщики продуктов приехали, они все не открывались. А вот первое фото довольного человека в очках. Я в очках, нашел их, взял этот самокат и мчусь по дорогам быстрее домой, чтобы успеть в аэропорт. Полноценный участник дорожного движения, почти. В Сингапуре такое бы точно я бы не промутил.